5 распространенных женских ошибок, связанных с неправильным проживанием или в принципе не проживанием таких базовых эмоций. Базовые эмоции это такие как страх, стыд, тревога, гнев, вина и так далее. Почему женщина может быть несчастлива, если она неправильно проживает эти эмоции? Потому что эти эмоции в результате никуда не деваются. То есть она находится в отношениях, где постоянно испытывает какую-то эмоцию, она по поводу этой эмоции реагирует недостаточно полно, и в результате эмоция остается, и вот возникает такой порочный круг, то есть такой постоянный цикл, женщина постоянно не удовлетворена в отношениях, и она остается в отношениях постоянно несчастливой. Либо она выходит из этих отношений, и поскольку она не может проживать эту эмоцию, она не может наладить контакт с собой, а когда ты не можешь наладить контакт с собой, ты не можешь наладить контакт с другим человеком. И женщина остается без отношений, потому что она как будто бы эмоционально не в ладу с собой. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим о 5 распространенных женских ошибках, которые связаны с неправильным проживанием базовых эмоций. Базовые эмоции — это эмоции, которые доступны всем, мы все эти эмоции чувствуем. Если вам эта тема интересна, а видео должно показаться интересным, ставьте лайк, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Первая ошибка, которую может совершить женщина, это если она не проживает такую эмоцию, как страх жизни. Она, как правило, проявляется как неуверенность. То есть какая-то неуверенность, связанная с тем, что, предположим, я хочу познакомиться с каким-то мужчиной, но я боюсь этого, потому что это слишком важно, я этого не делаю, у меня получается, из-за того, что я иду на поводу своего страха, проявляется это как неуверенность. Или я хочу расстаться с мужчиной, но не могу этого сделать, потому что боюсь за свое дальнейшее существование. Страх побеждает, у меня остается неуверенность. Я хочу поменять работу, но боюсь этого сделать, чувствую неуверенность. Я хочу реализовать свою мечту, предположим, какой-нибудь, не знаю, яхтенный спорт, танцы, не знаю, завести собаку. Как что-то я хотела всегда сделать, я хотел это сделать, но я боюсь это сделать и не делаю, соответственно, я чувствую неуверенность. То есть неуверенная в себе женщина — это женщина, которая боится жить. То есть неуверенность — это обратная сторона страха, который победил, это обратная сторона нереализованного какого-то желания, которое задавлено страхом. Поэтому вам нужно фокусироваться на тех вещах в вашей жизни, которых вы по сути боитесь. Страх никогда не связан с вещами, которые не важны. Страх всегда связан с чем-то, что важно для вас и что, вероятно, для вас является чем-то, таким смыслообразующим и жизнеполагающим. То есть, предположим, вы хотите уйти с работы и для вас достаточно долго об этом думаете, но боитесь. Вы не можете не думать об этом, потому что это важно. И страха достаточно много, потому что вы не знаете, что будет дальше. Вам нужно обратить внимание на этот страх и понимать, что то, по поводу чего этот страх сфокусирован, это какая-то важная в вашей жизни вещь. То же самое касается любых коммуникаций. Я хочу, познакомиться с этими людьми. Я хочу, изменить отношения с каким-то человеком. Я хочу этому человеку объяснить, чтобы он больше со мной так себя не вел, как он себя ведет. Но я боюсь его реакции, того, что будет дальше, что будет в принципе происходить. Я чего-то боюсь, не делаю этого, и вот там, где я не делаю то, чего я боюсь, остается неуверенность. Поэтому, если вы понимаете, что у вас очень много неуверенности, первый шаг, что вы можете сделать, это понять, эта неуверенность является проявлением победы каких страхов чего в вашей жизни. И когда вы поймете, чего вы боитесь, вам будет легче преодолевать эти страхи, потому что на самом деле, когда мы так рационально смотрим на эти проблемы, то эти проблемы, которые просто можно решить. Когда же мы смотрим на эти проблемы не рационально, а эмоционально, то нам кажется, что эта проблема просто страх, это страх какой-то связанный с моей жизнью. То есть, когда ты боишься, то ты очень нерационален в этой ситуации. Вторая ошибка, которую женщины могут совершать, это если женщина находится в состоянии стыда, у нее есть стыд по поводу чего-то, и она этот стыд не замечает. Вообще это очень даже нормально, потому что в принципе стыд такая эмоция. То, что мы делаем, что нам кажется постыдным, и, собственно, сам стыд, они стремятся так вытесниться. То есть, знаете, вот это вот чувство, когда хочется под землю провалиться. Это как раз таки ты что-то сделал, предположим, женщина написала мужчине первое сообщение, или после какой-то паузы, она ему написала. Она сталкивается со своей установкой ограничивающей, что женщины не проявляют инициативу, женщины первые не пишут. Ей кажется, что это не очень хороший с ее стороны поступок, ей хочется эту свою такую часть, этот поступок как-то вытеснить, она не согласна с этим, и ей становится стыдно, и она думает, все, больше я так поступать не буду, было какое-то неприятное чувство, я уже даже и не помню, что это было, что это был стыд. Движемся дальше, больше я так поступать не буду. То есть вам нужно понимать, если вы чувствуете стыд, то вы в этот самый момент отщепляете от себя часть своей какой-то личности, часть своих желаний. Желания могут быть постыдными. Женщина не должна желать. Женщина не должна желать, например, быть счастливой прямо сейчас и отдохнуть, например, от своего материнства, потому что она устала заниматься уходом за ребенком. Она хочет просто отдохнуть. Но это же постыдно. Мама так говорила, бабушка так говорила. Соответственно, я стараюсь вытеснить какое-то это свое желание. Если вы понимаете, где вы стыдитесь, если вы понимаете, чего вы стыдитесь, то там вы уже можете не эмоционально, а рационально рассудить.
Имеете, например, ли вы право на то, чтобы хотеть отдохнуть после того, как весь день там, скажем, играли с ребенком и занимались уходом, по сути, за этим ребенком? Имеете ли вы право сказать, что вы недовольны чем-то начальнику, хотя он старше вас, и старших, как известно, ограничивающие убеждения не перебивают, но вы все-таки говорите ему о том, что вам не нравится, что он сделал. То есть, если вы понимаете, что вы стыдитесь, если вы осознаете стыд, то вы можете более рационально провести ревизию того, чего вы стыдитесь, стоит ли этого стыдиться, либо это какие-то общие установки, общие внешние, не ваши убеждения. Женщина совершает ошибку, если находится очень много в обиде. Я уже в своих предыдущих видео говорил, что обида или возмущение – это эмоция, комплементарная чувству вины. То есть, грубо говоря, как это работает? Есть два человека, они находятся в отношениях, они оба, предположим, берегут эти отношения, это люди со здоровой личностью, и вот один человек провинился, он что-то сделал, там, предположим, опоздал, или там забыл вернуть какую-то вещь. А второй человек в этот момент чувствует обиду или возмущение, потому что его интересы были уязвлены. Чувство вины первого человека и чувство обиды второго человека направлены на то, чтобы восстановить справедливость. То есть тот человек, который чувствует вину, он чувствует, что он должен извиниться, потому что таким образом он сможет как-то восстановить эти отношения, которые немножко начинают портиться. Тот человек, который испытывает обиду или возмущение, должен сказать о том, что ему не нравится, что делает другой человек, и свои границы поставить на место. То есть к чему я это говорю? Обида — это нормальная эмоция, которая может чувствоваться какое-то небольшое время, до тех пор, пока справедливость не восторжествовала. Если женщина постоянно находится в чувстве обиды, то это означает, что другой человек, тот, на кого она обижается, он ничего по этому поводу не делает. Соответственно, это означает, что женщина это ничего не делает. У нее есть эмоция обиды, которая ей сигнализирует о том, что ее интересы уязвлены. И женщина никак не реагирует по поводу того, что ее интересы уязвлены. То есть интересы не восстанавливаются, граница не ставится на место. В результате женщина постоянно чувствует обиду. Соответственно, если женщина ходит в таком чувстве обиды, в чувстве, знаете, такое глубокое, острое чувство несправедливости, и ничего не меняется, и это происходит достаточно долго, то эта проблема связана с тем, что нужно как-то поменять эти отношения так, чтобы не было вот этой несправедливости. Если это не меняется, то женщина просто превращается в такую постоянную, жалующуюся, обиженную женщину, которую все могут пинать, которую все могут ее границы двигать куда захотят. А она в ответ может только обидеться, а дальше что делать она не знает. Она дальше не отстаивает свои границы. То же самое касается раздражения или гнева, или там злость, вот этот спектр эмоций. Если женщина испытывает, скажем, раздражение на своего мужчину, потому что он не работает, или потому что он, скажем, общается с какими-то своими знакомыми, с которыми ей не нравится, что он общается, потому что он слишком много с ними общается, он ей не додает общения. Или он общается, предположим, с какой-то своей бывшей матерью их общих детей, как-то он слишком много с ней общается. Неважно, с кем-то он общается, что-то он делает, слишком много он сидит в игры играет, чем-то он занимается, ей это не нравится, и она на него злится, она на него прям раздражается, а потом это превращается в гнев. То есть она прям гневается на него, она разносит его постоянно, что ты так себя ведешь. Но опять же, эта эмоция, если она достаточно долго так удерживается, это означает, что эта эмоция ни к чему не приводит. Мы чувствуем раздражение, злость и гнев на другого человека тогда, когда мы понимаем, что он нарушает наши интересы. То есть, грубо говоря, женщина когда-то с этим мужчиной решили жить вместе, решили, что они будут парой, может быть, женились, и была какая-то негласная договоренность, что, скажем, мужчина будет уделять ей время. Мужчина будет как-то относиться к ней так же уважительно, как она к нему относится. А он относится не так. И она ничего по этому поводу не может делать, и только испытывает эмоцию гнева, раздражения и злости. То есть тут получается как? Либо эта эмоция должна привести к тому, чтобы женщина смогла найти ключик к контакту с этим мужчиной. То есть как-то объяснить ему, что ты уж давай, пожалуйста, веди себя так, как мы с тобой договаривались. Либо в такой ситуации ей нужно как-то думать о том, чтобы закончить эти отношения, чтобы, опять же, эта эмоция гнева ее не съедала. То есть этот гнев, раздражение — это такая эмоция, которая имеет место быть, когда это что-то краткосрочное, но если она такая застывшая, постоянная, то это на самом деле вы находитесь в таком порочном круге. Такой цикл, как уперлись в стену и буксуете, а движения никакого не происходит. Опять же, если этой эмоции слишком много, если вы очень много чувствуете раздражения и гнева в отношениях, то опять же это ваша ошибка, потому что вы не отреагируете эту эмоцию, вы не позволяете этой эмоции
ну, привести вас к каким-то конструктивным действиям, чтобы эта эмоция, так сказать, разрешилась. И пятая ошибка, которую может совершать женщина, это если женщина находится в тревоге и не понимает, что она находится в тревоге. Вообще, тревога — это моя такая любимая эмоция, ну, любимая в таком в профессиональном смысле, потому что в тревоге очень много, знаете, ресурса, и мы, как правило, тревожимся перед тем, как ну, вот что-то важное в нашей жизни происходит. Тревога связана с постановкой каких-то амбициозных целей. Но также тревога случается в ситуациях, когда человек находится в точке, где он как будто бы ну, ничего не делает, и жизнь проходит зря. То есть бывает так, что женщина испытывает много тревоги, она переживает по поводу того, что будет, она переживает по поводу того, что было, и в этой ситуации она вот так очень как-то невротически пропускает момент сейчас. То есть то, что было в прошлом, будущее, мы можем это анализировать, но мы не можем это изменить. То, что будет в будущем, мы не знаем, что будет, но мы это можем менять, потому что оно еще не настало. То, что есть в настоящем, мы находимся в этом, и это можно просто вот принять. И настоящее чаще всего для людей с повышенной тревожностью максимально какое-то вот ну, непереносимое, потому что настоящее — это точка принятия решений. То есть я сейчас могу что-то сделать, я сейчас могу чего-то захотеть, а потом это то, что я пожелала, как-то стараться реализовать, и мне надо будет потом за это отвечать. И это как-то страшно. Поэтому часто женщины из момента сейчас уходят либо в грезы о прошлом, либо фантазии о будущем. То есть либо они думают, как бы могло бы раньше бы все бы измениться, или как вот хорошие какие были времена. То есть думаешь о том, что уже нельзя изменить, и ну, о чем как бы можно думать, но смысла никакого нет. Либо они думают о том, что будет в будущем. То есть я не нахожусь сейчас, я вот когда-нибудь потом что-нибудь сделаю. Поэтому очень важно понимать, каков ваш уровень тревоги и куда вас эта тревога ведет. Тревога обычно повышается в ситуации, когда женщина начинает делать в своей жизни какие-то важные вещи. То есть, опять же, вот какие-то амбициозные цели. То есть, например, там, учить английский, начать работать над отношениями, там, выйти из отношений, познакомиться, завязать новые отношения, я не знаю, там, поменять работу. Любые ситуации, которые связаны с какими-то такими важными, что ли, амбициями, они связаны с повышением тревоги. Но если вы понимаете, что тревога у вас достаточно высокая, а ничего в жизни не происходит, то на самом деле вы сейчас тревожитесь по поводу того, что вы не живете. Опять же, если женщина не живет, то она находится не в контакте с собой, а раз женщина не в контакте с собой, она не может находиться в нормальных отношениях. Потому что нельзя быть в контакте с мужчиной, если ты не в контакте с собой. То есть ты находишься как будто бы в таком вот тревожном каком-то колодце. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими из базовых эмоций у вас случались когда-то проблемы, какие эмоции вам сложнее как-то проживать, какие эмоции сложнее отреагировать. Я потом просмотрю все комментарии, выберу ту эмоцию, которую чаще всего упоминают, и напишу видео конкретно по этой эмоции. Это будет очень важно. Ну и потом это не будет, знаете, как вот я так придумал. Это будет потому, что вы все вместе так написали. Ну, будет у нас такое, как бы, знаете, голосование. Также напишите, пожалуйста, как вам такой формат видео, потому что в этом видео я постарался как бы немножко так уйти в теорию, но с другой стороны приводить примеры. И не слишком ли эти примеры какие-то воздушные, ну, не слишком ли они оторваны от теории. То есть, насколько вам такой формат видео понравился. Собственно, если видео понравилось, поставьте лайк. Для меня это очень важно. То есть все ваши лайки, они как бы помогают мне увидеть, что это видео важнее, чем другие видео, где там, грубо говоря, лайков меньше. Это тоже такое голосование, которое я прошу вас сделать. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, чтобы не потерять меня. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.